Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт шедеврального салата на праздничный зимний стол. Он получается очень сытный и вкусный. Давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. В казанчик отправляю грудку. Грудка у меня 400 грамм весом. Заливаем холодной водой, так, чтобы едва покрывала куриную грудку. Где-то 1 чайную ложку соли, несколько горошин черного перца и 2 листочка лавровых. Сейчас ставим на огонь средний. Как только пенка поднимется, пенку снимаем и потом на медленный огонь варим 25 минут, чтобы у нас куриная грудка была сочная, не сухая. Отправляем на газ. Куриная грудка у нас готова. Сейчас дадим ей остыть буквально минут 20 и будем извлекать из бульона. Сначала нам нужно будет очистить гранат. Когда покупаете гранат, так как у нас салат будет имитация граната, вот это место соцветия должно быть высоким. Мне пришлось купить такой гранат, где соцветие не очень высокое. Но если у вас будет высокое соцветие, будет очень красиво смотреться. Сейчас я шестигранные вырезаю соцветия, чтобы удобно было. И вот так аккуратно всковыриваем, потому что оно нам еще пригодится, когда мы будем собирать салат. И теперь уже сейчас будем очищать гранат. Я сейчас обязательно одену перчатки, потому что окрашивает ногти. Гранат берите сладкий, хороший. Есть люди, которые так красиво разрезают гранат. У меня никогда это не получается прям так профессионально. Но вот сегодня вроде получилось тоже неплохо. Посмотрите, какой гранат красивый. Очень будет красиво смотреться в салате. Он дает и сладость, и кислинку. И сейчас мы очищаем и начинаем готовить салат. Все перегородки убираем. И, естественно, зернышки собираем в отдельную емкость, чтобы удобно было работать. Аккуратно, чтобы зернышки не лопнули. Не оставляем вот такие вот перегородочки, они горчат, и в салате нам они абсолютно не нужны. Перекладываем в емкость. Половина зерен у нас пойдет в салат, а другая половина пойдет на украшение салата. Свеклу довольно большого размера. Еще вчера отварила, остудила и отправила в холодильник. Вот когда ее отвариваешь накануне, очень хорошо, свободно все очищается. И перчаточки я делаю, чтобы не пачкалась. Очищаем от кожуры. Свеклу очистили. И сейчас будем ее натирать на мелкой терке. Это очень важно, чтобы на мелкой терке, вот посмотрите, какая должна быть. Нам нужно будет формировать форму. Поэтому, если у вас на крупной терке будет натерта свекла, не будет придавать нужную форму. Очень много сока. И сейчас сразу откидываем на дуршлаг. Вот так ее поджимаем. Вся излишняя влага должна уйти. Нам в салате она абсолютно не нужна. И вот так мы оставляем стекать, а пока будем заниматься другими делами. Дальше будем готовить салат. А теперь куриную грудку. Куриную грудку тоже накануне отвариваю. Всю ночь она у меня в холодильнике, в бульоне. Делим вот так на волокна, как можно мельче. Посмотрите, куриная грудка внутри какая она сочная. Видите? Вот больше 25 минут лучше не варить. Вот она тогда сохраняет сочность.
меня готова курица. И сейчас перекладываем в глубокую емкость. Перекладываем в такую емкость, где будем все смешивать. Курочка получилась такая ароматная, благодаря душистому перцу и лавровому листу. Готово. У меня форма будет большая, поэтому куриные грудки я добавила. На 500 грамм куриной грудки у меня здесь 60 грамм грецких орехов. Обжаривать их не нужно абсолютно. И сейчас нарезаем на кусочки. Сильно мельчить не будем. Вот так. Средние такие кусочки. Все готово. Все отправляем в емкость. 60 грамм чернослива. Чернослив у меня мягкий. Я его промыла в теплой воде и подсушила бумажным полотенцем. Нарезаем на небольшие кусочки. Чернослив готов. Очень сладкий чернослив, вкусный. 2 зубчика чеснока на маленькой терке измельчаем. Готово. Все отправляем в салатник. Чесночок, чернослив, пол чайной ложки черного молотого перца и пол чайной ложки соли. Соли по вкусу и перца по вкусу. 2 ложечки майонеза. Майонеза важно не переложить, потому что салат у нас должен быть, держать хорошо форму, густой, не жидкий. С осторожностью добавляйте майонез. Вот видите, что уже вмешали, не хватает. Но тут явно не хватает, поэтому еще добавляем. Как я готовлю майонез в домашних условиях за 1 минуту. Я оставлю ссылочку под видео в описании. Посмотрите, мои дорогие. Думаю, вам будет полезна эта информация. Сейчас мы пробуем на соль, на перец. Мы еще будем добавлять гранат. Гранат добавляем в конце, так чтобы зернышки граната не полопались. Они дадут, во-первых, сок и сразу окрасится салат. Нам это не нужно. Сейчас мы пробуем на соль, на перец. Все, майонеза 3 столовые ложки достаточно. Соли отлично, перца тоже отлично. И орех очень хорошо чувствуется. И чесночок. Чесночок можно добавить 3 зубчика, если вы хотите поострее, чтобы салатик был попикантнее. Добавили гранат. И теперь вот так аккуратненько вымешиваем. Масса у нас готова. Вкус очень сбалансированный, очень вкусный, сытный салат. Если вдруг у вас получилось жидковато, переложили майонез, добавьте грамм 50-80 сыра натертого твердого. Тоже будет очень вкусно. Если вы готовите порционно, берете вот такую небольшую форму, примеряете. Здесь у вас будет имитация граната. Очень красиво подать порционно человеку. Поверьте, по достоинству оценят такую задумку вашу. Я не буду готовить порционно, я буду готовить на общее блюдо. И я взяла емкость побольше и тарелку тоже побольше. Конечно, можно украсить листьями салата. Я не стала этого делать. Я хочу, чтобы весь акцент был на нашем салате-гранате, потому что он очень красивый, красиво смотрится. И сейчас мы заполняем эту форму салата. Перекладываем все в емкость, заполняем ее. Все вот так приминаем. 1-2 раза приготовите, и уже будете знать точно, сколько пойдет ингредиентов на ту или иную емкость. Но такой салат точно удивит ваших близких. Переворачиваем. Лопаткой вот так все подравниваем. Вот посмотрите, прекрасно держит форму. Выкладываем сюда соцветие. И всю остальную часть покрываем свеклой натертой. Я все время вот сейчас прохожусь по свекле, еще раз контрольный. Очень много она отдает сока. Максимально отжимаем. У нас уже масса получилась такая пастообразная, очень красивая, как пластилин. Посмотрите, сколько сока. Готово. И сейчас берем вилкой и тоненьким слоем проходимся. Той же самой свеклой, потом мы подравнивать будем, мы еще и соцветие сделаем. Сейчас зафиксируем соцветие, чтобы оно не гуляло туда-сюда. Оставалось по центру. Очень удобно именно вилочкой. Вот так, 2 вилками. Сначала у нас сейчас вот черновой вариант.
Одной большой свеклы вполне хватает. У меня салатик диаметром 16 сантиметров. Один краешек я оставлю, мы будем его срезать, как будто бы у нас надрезан гранат, поэтому все полностью не заполняем. Очень удобно вот силиконовой лопаткой. Посмотрите, как сразу преображается. Он становится просто атласным, купол. Там, где не хватает, добавляем. У нас свекла достаточно. Если вы видите, что есть залысины, обязательно нужно это все привести в порядок. Добавляем еще немножечко сюда. Сейчас сделаем соцветие, чтобы у нас красиво было. Верхушку завершили. И сейчас нам нужно будет отрезать кусочек. Вытаскиваем этот кусочек. Мы берем немного майонез, смазываем внутреннюю часть аккуратно. И кусочек тоже точно так же майонезом. Салат великолепно держит форму. Как раз то, что нам нужно. Такой салат, особенно в зимнее время, очень красочно, очень красиво на праздничный стол. Теперь украшаем внутреннюю часть. Даже если прожилки видны, это даже красиво. Будет смотреться как настоящий гранат. Это все, конечно, хорошо отсаживать именно пинцетом. Просто ювелирная работа здесь. И по краю тоже нужно, чтобы усели зернышки, чтобы было очень красиво. И вот так для красоты несколько зерен граната. Итак, дорогие друзья, наш салат готов. Он получился очень красивый, сытный и очень вкусный. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк, мои дорогие. Подписывайтесь на канал. Впереди ждет очень много всего интересного. И оставьте комментарий. Я вам буду очень благодарна за обратную связь. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь пока-пока. До новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей».